Водные пространства часто ассоциируются с местами радости, безмятежности и захватывающих приключений. Однако их завораживающая красота может скрывать внушительные риски и опасности, о которых многие не задумываются. Например, неопытного путешественника может схватить быстрое течение, причем столкновение с акулой или контакт с радиоактивными отходами может привести к печальным последствиям и даже к потере жизни. Открытые воды океанов, морей, рек и озер таят множество тайн, вызывая интерес и привлекая внимание научного сообщества. В то же время в неприметных и красивых водоемах могут скрываться реальные угрозы для жизни. Важно помнить, что живописные пейзажи и экзотические природные красоты иногда могут вводить в заблуждение, скрывая под своей оболочкой непредсказуемые опасности. Например, давайте поговорим о кипящей реке, находящейся в тропических лесах Амазонки. Это уникальная река, получившая название Шанай-Тимпишка, что в переводе означает «разогретая солнцем», простирается на 6,5 километров. Вода в ней настолько горячая, что может сварить живые существа, попадающие в реку. Животные, оказавшиеся в этой воде, испытывают сильную и невыносимую боль и не могут выбраться назад. Высокая температура воды, достигающая 91 градуса Цельсия, наносит серьезный вред глазам, легким и желудку. Ученые до сих пор ведут споры о происхождении такой высокой температуры. Обычно подобные явления наблюдаются вблизи вулканов. Но ближайший вулкан расположен на расстоянии 700 километров от реки. Как предполагается, горячая вода поднимается из глубин Земли через трещины, нагревая реку, и создает уникальную геотермальную систему, не имеющую аналогов в мире. Далее мы идем к колодцу Иакова, или озеру Шамплейн, который стал известен благодаря хоррор-фильму 2014 года «Кровавое озеро. Атака минок-убийц». Этот фильм частично основан на реальных событиях, связанных с массовыми атаками минок в этом озере. Миноги — это древние рыбы, напоминающие змеей, с острыми зубами, которые способны присасываться к другим рыбам и питаться их кровью и питательными веществами. Не исключено, что эти опасные создания могут атаковать и людей. Миноги часто встречаются в водах Великобритании, включая реки и озера. Поэтому, собираясь плавать в британских водоемах, стоит убедиться, что в них не фиксировались недавние нападения миног, которые могут быть опасными для здоровья. Также стоит упомянуть озеро Натрон, расположенное в северной части Танзании. Это водоем характеризуется крайне неблагоприятными условиями для многих форм жизни, и купание в его водах категорически не рекомендуется. Температура воды в озере может достигать 50 градусов Цельсия, а уровень pH колеблется около 10 ПЛИ, что делает его воды едкими и опасными. Поверхность озера покрыта коркой соли красного цвета, и это только усиливает его негостеприимность для большинства существ. Существует местное поверье, согласно которому озеро Натрон обладает способностью превращать в камень все, к чему прикасается, из-за чего его иногда называют озером Медузы. Эти уникальные и опасные свойства привлекают внимание геологов, исследующих необычные характеристики воды. На самом деле, вода озера действительно может вызывать ожоги кожи и глаз у животных, не приспособленных к ее особенностям. Тем не менее, малые фламинго находят здесь идеальные условия для жизни, так как для них эта непригодная среда становится безопасным убежищем. Посещение озера Натрон может показаться интересным опытом, но необходимо помнить о строгом запрете на купание в его водах, чтобы избежать трагедий. Теперь перейдем к озеру Карачай, которое считается одним из самых загрязненных участков на планете. В 1950-х годах это озеро служило местом для сброса радиоактивных отходов от соседнего объекта по обращению с ядерными отходами. Ряд происшествий и аварий значительно усугубили уровень загрязнения, в результате чего 65% населения, живущего поблизости, пострадали от радиационного облучения. Некоторые зоны вокруг озера настолько опасны, что смертельную дозу радиации можно получить всего за несколько десятков минут.
В настоящее время озеро Карачай полностью закрыто бетонной плитой и слоем земли, чтобы предотвратить дальнейшее распространение радиации. Это место, безусловно, совсем не подходит для посещения в рамках туристической поездки, и все, кто рассчитывают на знакомство с этим объектом, рискуют здоровьем. Бассейн реки Амазонки представляет собой удивительный уголок на планете, простираясь через всю Южную Америку и охватывая почти 40% континента. Он пронизывает территории таких стран, как Боливия, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Перу, Суринам и Венесуэла. В этом удивительном регионе, известном как дождевые леса Амазонии, обитает невероятное разнообразие растений и животных. Здесь можно обнаружить богатство экосистемы, управляемой представителями, которые со временем адаптировались к выживанию в этой уникальной среде. Изучая воды Амазонки, вы сможете увидеть не только экзотических угрей и зловредных пираней, но и аллигаторов, анакондами и кандиру, паразитические рыбы, которые иногда могут вызвать неприятные ситуации, попадая в отверстия на теле человека. Но это всего лишь одна из уникальных особенностей этой удивительной природы. Наконец, обратим внимание на реку Читарум в Индонезии. К сожалению, смертельные последствия для реки Читарум напрямую связаны с человеческой деятельностью. Основной причиной этой экологической катастрофы является огромное количество мусора, заполняющего реку. Она забита неразлагающимися отходами и опасными химическими соединениями настолько, что международные организации признали ее самой загрязненной рекой в мире. Чистые своды ее берегов скрывают множество угроз. Река утопает в опасных химикатах, сбрасываемых текстильными предприятиями, которые расположены вдоль ее берегов. Более 200 таких предприятий сбрасывают в реку все виды загрязняющих веществ, включая мышьяк и ртуть. К этому добавляется беспечное отношение местных жителей, которые используют реку как огромное мусорное ведро, не задумываясь о последствиях. В здравом уме никто не станет пить воду из подобной свалки, ведь это может быть смертельно опасно. Таким образом, водные пространства могут быть как местами радости и приключений, так и источником серьезных угроз. Внимание к окружающей среде и бережное отношение к природе – это ключевые факторы для того, чтобы сохранить наше здоровье и безопасность. Будьте осторожны в своих водных путешествиях и всегда помните о возможных рисках, связанных с прекрасными, но порой обманчивыми водоемами.